Началось в колхозе утро. Автор Тон-Тон читает Кэт Уилд. С тех пор, как Чонгук уехал в столицу покорять, дела в колхозе пошли так себе. И не то, что прям совсем плохо. Коровы доились, пшеница росла. Просто лично у Сакджина внутри поменялось что-то. Подкосилось, будто урожай градом побило. Казалось, всю жизнь вот он и его мир. Поля необъятные, рощица на пригорках да 3 ряда разномастных домиков. Красивый мир, сочный, как зрелое яблочко. А потом понаехал этот городской. Дернул его черт заблудиться в их краях. Неделю вынюхивал чего-то, высматривал. То на речке его Сакджин застанет, то у сеновала колхозного, то в доме у кого-нибудь. Сидит, как ни в чем не бывало, чаи гоняет. Сакджину он сразу не понравился. Приставил дурак Чонгука за ним следить. Через месяц уже заезжий этот задурил Чонгуку голову, утащил с собой. А у Сакджина вдруг глаза открылись. Не мир вокруг него получается. Так, кусочек мира. Крохотный, неприметный. Ничего, конечно же, не рухнуло. Небеса не разверзлись, только завелась внутри какая-то червоточина и никак зарастать не желала. И страх еще завелся противный, липкий, что однажды все из его колхоза по городам разъедутся, а он тут один будет куковать, пока от тоски не загнется. Даже сны об этом снились. Идет Сакджин по деревне, все при нем. Папка любимая, кожаная, кепка аккуратная, пиджак батин в плечах привычно жмет. За ним коровы все стадо, мычат жалобно, друг к дружке жмутся. А Сакджин даже до конца улицы не доходит, когда понимает, нету никого. Дома пустые, двери нараспашку, огородики заросли давно. И такой ужас в нем просыпается, что хоть волком вой. «Передумал, что ли, ехать?» Хасок смотрит с насмешкой, как всегда. Приподнимает бровь, когда Сакджин вздрагивает и возвращается в реальность из своих тяжких дум. Передумать он не может. Надо в райцентр, хоть ты тресни. Был бы простым колхозником, сидел бы дома да в ус не дул. А раз председатель, надо делами заниматься. Гонять туда-сюда, как заведенному. И так-то по статусу ему машина полагается. Но нужна она больно, когда автобусы аж 3 раза в день ходят. И Хасок на своем звере в город и обратно катается без остановки. Хасок, который рубаха парень и никогда никому в помощи не отказывает. Сакджин забирается в коляску, еле складывает в ней свои не в меру длинные ноги, натягивает на голову дурацкий желтый шлем. Пробовал как-то без него, больно уж нелепый. Но когда до города доехали, прическа получилась, будто током шандарахнула. Стыдно честным людям в глаза показываться. Хасок ржал почище колхозных лошадей, но с расческой подсобил. Даже за пшикалкой какой-то в магазин сбегал. Та мигом все куда надо опустила и прилизала. С тех пор только в шлеме, не иначе. Тот хоть и дурацкий, зато прическу бережет. Да и уши не так продувает, а то ходить бы ему по колхозу оглохшим. Каждое слово по 3 раза переспрашивать. Сакджин кивает. «Едем, нет?» И вздрагивает, каждый раз вздрагивает, когда мотоцикл с ревом срывается с места. Не привык он к шуму. Колхоз у них тихий, приличный. Какой-то год даже лучшим был по области. Сакджин гордился тогда чрезвычайно. Грамоту на видное место повесил, хоть и толку от нее никакого. Бумажка бесполезная. Зато везде его с почетом встречали. Хороший, мол, председатель, толковый. Раз колхоз на первое место вытащить сумел. С тех пор такого ни разу больше не было. Но Сакджин все равно старался. Засиживался над бумажками допоздна, педантично проверяя все рабочие места. На коровник лично выезжал с проверкой. И не стремился уже даже к идеалу. Просто вот такой человек. Все должно быть по порядку.
Впрочем, народ у него хороший, работящий. Были, конечно, особые случаи, но куда ж без них? Да и нельзя человека со счетов списывать, если за ним какой грешок водится. Грешков может быть хоть сотня, несмертных, конечно. Но если сам человек при этом руки имеет из нужного места растущие, да желание трудиться ради общего блага, то почему бы и нет? Взять хотя бы Намджуна. Вот уж где масса противоречий. Сам по себе Намджун замечательный, покладистый, умный сверх меры, добрый невероятно. Но при этом носитель какой-то неудержимой разрушительной силы. И вроде бы все правильно делает, по существу. Но стоит Сакджину поблизости проверкой оказаться, как случается что-то из ряда вон выходящее. То трактор у него сломается, то пшеница подавлена, то забор прямо в руках на щепки рассыпается. И что с этим делать? Отобрать трактор и в город выслать? Так совесть потом замучает. Сам-то по себе Намджун чудесный. Иной раз забудется, перестанет все вокруг ломать. Так говорить с ним любо-дорого. До ночи можно засидеться, обо всем позабыв. И не раз засиживались ведь, вопреки голосу разума. Особенно прошлой зимой неловко было, когда Сакджин так заслушался, что к столбу фонарному плечом примерз. Еле отодрали потом. А пока отдирали, Намджун бедолага краснел, бледнел, извинялся без остановки. И как на него сердиться? Так же и с остальными. Человек же он как раз из противоречий соткан. Нельзя его за одну сторону характера сразу всего клеймить. Тут подход нужен. Кто-то пить начал, так ему надо помочь, выход предоставить. Не просто же так. Кто-то в карты проигрался, так тут тоже помощь нужна. А кому-то и одного слова доброго хватает, чтобы к работе вернуться и думать начать головой своей светлой. Правда, с Намджуном не работает. Голова у него светлая, разумеется. Вот только явно в ней что-то набок едет, когда Сакджин рядом оказывается. Сразу и голос пропадает, и координация сбои дает. Хоть близко не подходи. Сакджин и так не подходит, на всякий случай подальше держится. А то была у них бабка в колхозе. Говорили, что ведьма потомственная. Так та рассказывала, что все люди как магнитики. Кого-то отталкивают своей аурой, кого-то притягивают. И если ты человека отталкиваешь, то лучше его не трогать, навредишь только. Сакджин Намджуна, конечно, не отталкивает. Да и бабки это и не верят, но все равно боязно. Мало ли, это правда. От него Намджуну так плохо становится. Лучше и впрямь дистанцию соблюдать. Только Намджун этого не понимает. То у порога караулит, то на дороге, будто случайно попадается. И главное, стоит подумать о нем, а он уж тут как тут. И вот как от него, окаянного, подальше держаться. Колхоз хоть и большой, а все ж не город. 3 улицы, и те за 5 минут пройти можно. Сакджин чертыхается, снова разозлившись. Тут же закашливается. На полном ходу в рот залетает здоровенная муха. И тут Намджун удружил. Сплошные неловкости. Здание администрации Сакджину никогда не нравилось. Кособокое, низкое, крыша обветшала. Того и гляди обвалится. В водостоке ласточкиных гнезд, видимо-невидимо. Пусть их колхоз уже давно не первый в области, но все равно марку поддержать надо. Починить тут все. Фундамент приподнять, краску обновить. Ласточки. Да, бог с ними, пусть остаются. Сакджин вздыхает тяжело, ставит себе мысленную галочку напротив найти добровольцев для ремонта и проходит внутрь, со 2-го раза открыв перекосившуюся дверь. В кабинете прохладно, несмотря на летний зной. Окна всегда нараспашку, даже ночью. Воровать у него-то нечего, да и некому. А в духотище немного наработаешь. Он привычным жестом перебирает бумаги на столе, достает несколько увесистых папок из шкафа.
Сам не знает зачем. Дел на сегодня нет особо. А в голове каша. Никак с мыслями не собраться. Сейчас бы на берег, портфель под голову подложить, травинку в зубы и лежать. Как будто и не председатель вовсе, а школьник, удравший с занятий. Хорошо. Сакджин с надеждой косится на окно и застывает. Опять. Закрывает глаза, открывает, но нет, букетик никуда не девается. Обычный такой, простенький, в стеклянной банке. Лепестки у цветов розовые, нежные, стебельки тонкие. Вроде и приятно, но неловко до ужаса. Сакджин высовывается в окно, но, разумеется, никого не обнаруживает. По улице детвора носится, собаки лают. Полосатый кот под окном растекся, пригревшись на солнышке. Явно давно лежит. Но вряд ли выдаст того, кто цветочки таскает. Каждую неделю, как по расписанию. Сакджин уже давно подумывает выследить этого неизвестного, да на место поставить. Но все никак собраться не может. Внимание ему, разумеется, льстит. Но перед колхозниками неудобно. Все же на виду. А земля слухами полнится. Не то, чтобы он порочит свое честное имя или что-то такое. Не изменяет никому, никого из семьи не уводит, боже упаси. Но все равно неловко. Нужно обязательно этого цветочника за руку поймать в следующий раз. Сакджин переставляет банку на свой стол, озирается растерянно. И все же решается. Сбегает на речку. Не через окно, конечно, но тоже очень по-бунтарски. Огородами уходит, будто кто преследует. И только за насыпью, где никто не видит, позволяет себе расслабиться, развязать галстук и рухнуть на траву, головой смяв портфель. Хорошо. Так бы лежал и лежал. Тихо вокруг. Птички только щебечут. Да река под ногами бежит. Покой. Отдохнуть решил председатель. Закончился покой. Сакджин резко садится, краснеет, будто застуканный на месте преступления. А Намджун, ну, конечно, кто же это еще мог быть? Валится рядом, презрев не только Сакджинова право побыть одному, но и банальное личное пространство. Неловко вскидывает руки, вздыхает излишне театрально. Красота какая, да? Да, вежливо соглашается Сакджин. После непродолжительной внутренней борьбы укладывается обратно. Имеет он право отдохнуть в конце-то концов. Председатель он или нет? Птички поют. Снова подает голос Намджун. Сакджин ждет. Он точно знает, что должно произойти, но встать и сбежать не испытывает никакого желания. Если подумать, ему даже нравится эта странная Намджунова черта. Тот придвигается ближе, будто ненароком касаясь своим бедром бедра Сакджина, и открывает рот. А вот сейчас. Ты никогда не задумывался, насколько река похожа на нашу жизнь? Этот неостановимый поток, который несется сквозь время и пространство, неудержимый, сметающий все на своем пути. Говорят же, что в одну реку нельзя войти дважды. Так и жизнь дается лишь одна. Только представь. Сакджин закрывает глаза и расслабляется. Это надолго. Свадьба в колхозе дело хлопотное и энергозатратное. Особенно, если ты не простой работяга, а самый настоящий председатель. За всем нужно проследить, во всем поучаствовать, помочь с приготовлениями и приготовиться к последствиям. Остановить панику, если вдруг гармонист из соседней деревни куда-то запропал. Успокоить жениха, надравшегося еще до застолья. И это только начало. Сакджина свадьбы утомляют. Пока все пьют и веселятся, пока дерутся и танцуют, он чувствует себя будто бы на обочине, словно в тени огромного циркового шатра, в который ему никогда не попасть. Цвет, так сказать, не тот. Вот и остается роль скучающего наблюдателя. Нет, он не против выпить, даже потанцевать не против.
Пластичностью его, конечно, природа не наделила, но кого это волнует на свадебной гулянке? Вот только не получает он от этого ровным счетом никакого удовольствия. Сердце требует не развеселых плясок, а чтобы разошлись все. Чтобы гармонист затянул что-нибудь жалостливое и тоскливое. Чтобы так взять и подпеть ему тихо, надрывно, высказаться хоть немного, душу излить в песни. Не так уж часто выпадает такая возможность. Оно, конечно, так и случится. Не первая свадьба все-таки на Сакджиновой памяти. Но пока народ шумный и веселый, пока в ход пошли первые претензии для неминуемой драки, Сакджин никем не замеченный выползает из-за стола, еле передвигая ставшими ватными ноги, и плетется за угол, в темноту, чтобы отдохнуть и набраться сил перед финальным аккордом. Неизменная тень следует за ним. На крыльцо притихшего дома они усаживаются одновременно. Сакджин, стягивающий через голову опостылевший галстук, и Намджун, едва не промазавший в темноте мимо ступенек. «Устал председатель?» — спрашивает очевидно заплетающимся языком. «Загрустил чего-то». Сакджин пожимает плечами, намекает. «Одному хотелось побыть», — говорит, — «тишину послушать». Намджун, хоть и умный чрезмерно, намек не понимает. Впрочем, учитывая количество выпитого, в этом нет ничего удивительного. «Послушай», — соглашается. «Чего бы и не послушать. Тишина она такая, хорошего слушателя любит». «Так ведь вдвоем тишины не получится», — снова пробует Сакджин. И снова, оказывается, не понят. «Отчего же?» — удивляется Намджун. «Вот сейчас ты замолчишь, и я замолчу. Отличная тишина тогда получится». И действительно, замолкает. А ничего, такая тишина получается, уютная. Сакджин смотрит на него, бестолкового, хмыкает, мол, ладно, твоя правда, теребит в руках галстук. И все равно неспокойно на душе. Каждый раз на этих свадьбах одно и то же. Пьянки, гулянки, драки, жизнь кипит. Один Сакджин не удел. А может и лучше будет, думает он с тоской, если все по городам разъедутся. Может, буду я тут как отшельник, свободный и спокойный, так и внутри все наладится. Только подумав, вспоминает про коров, про поле непаханное и отказывается от своих мыслей. Нет уж, пусть лучше так. Грустить время от времени, но в колхозе зато все спокойно. Все на своих местах. Так-то оно правильней. Летняя ночь вокруг светлячками хороводы водит. Отвлекает. Щекочет свежими запахами ноздри. Хорошо. Пусть и грустно. Намджун вот еще рядом сидит. Вроде молчит, как и обещал. А все ж таки раздражает само его присутствие. Чего тебе с гостями не сидится? Получается излишне резко и громко для тишины. Не то чтобы Сакджин хотел грубить, да и не положено ему, как председателю. Но любопытно ведь. Там весело, конкурсы, там танцы в самом разгаре. А он молчит тут, устраивает тишину. Молчит, а сам хмурит брови, как будто в темноте не видно. Темнота так неполноценная, как и тишина. А я, может, говорит, наконец, хрипло, но уверенно. С тобой, председатель, побыть хочу. Может. Запинается. В кустах заходит со стрекотом полоумный сверчок. Сакджин смотрит с укором в его сторону, потом снова на Намджуна, который будто решается на что-то. Решается и говорит. «Может, нравишься ты мне», — добавляет поспешно. «Без может. Просто нравишься». Надо же было настолько упиться. Так-то Сакджин многим нравится. Половина девок деревенских смущенно хихикает ему вслед. Да и в городе многие оборачиваются, шепчутся, мол, ничего себе красота какая. И ростом не обижен, и фигурой. Глаза красивые, губы большие. И еще мать говорила, что не в деревне ему быть надо, а столицу покорять. В общем, Сакджин наслышан о собственной красоте, но вот от трактористов еще ни разу признаний не получал.
По ощущениям, будто тазом по голове огрели. Голову в ушах страшенный. С ума сошел, возмущается Сакджин. Да так возмущается, что аж подскакивает. Щеки полыхают пожаром. Вот тебе и отдохнул. Спрятался ото всех. Намджун поднимается тоже. А пусть и сошел. Что с того? И таким серьезным выглядит, решительным паразит, что хоть портрет с него малюй. Злость закипает в Сакджине со страшной силой. Сейчас бы толкнуть этого ненормального, чтобы полетел задницей в смородину, чтоб до утра выбраться не мог. А там, глядишь, в себя придет, мозги на место встанут. Ох, как руки чешутся. Но председатель в Сакджине, за рациональность отвечающий, все ж берет верх. Шел бы ты, Намджун, молодоженов поздравлять. Как по мне, так самое время. На какую-то страшную секунду кажется ему, что Намджун не послушается, что не поймет, куда все катится, заупрямится. Опасно шагает вперед, но потом отступает. Еще немного назад подает и уходит. Наконец оставляя Сакджина одного. Вот тебе и посидели в тишине. Лучше бы снова про жизнь, которая как река, задвигать начал, ей-богу. Сакджин опускается обратно на ступеньки, прикладывает ладони к щекам, горят. Жуть как горят. Всякое случалось в их колхозе. И хорошего много было, и плохого. То болезнь какая тяжелая на скот нападет, посевы градом побьет. Но чтобы кто-то из своих вредительством занимался, никогда такого не случалось. А вот ведь случилось все-таки. Ты зачем поле попортил, ненормальный? Сакджин, обычно спокойный и рассудительный, потерял эти качества вмиг. Едва услышал о произошедшем. Орет теперь, как псих, вцепившись в воротник Намджуновой рубахи. Намджун молчит, смотрит из-под нахмуренных бровей, губы в белую полоску сжал и молчит. Тишину опять делает, очевидно. «Целое поле погубил!» — возмущается Сакджин. В кабинете их только двое. Но Сакджин все равно голос повышает, будто самим высшим силам демонстрируя, что виновный будет наказан. Что не он, Сакджин, виновный, а вот этот вот, который руки в брюки и молчит, весь из себя обиженный. Но голос, наконец, подает. Прям-таки целое поле. Не портил ничего, говорит. Помял немного. Вот ты, ну ты. У Сакджина от такой наглости все слова повылетали из головы. Одни вздохи остались до восклицания. Не портил он ничего, посмотрите-ка. Помял немного. Да его самого бы немного помять, чтобы все там в голове светлое на место встало. Сила покидает Сакджина совершенно неожиданно. Он присаживается на край стола. Вздыхает тяжело, трет лоб, пытаясь разгладить морщинку над переносицей. Спрашивает тихо, обреченно. И как это называется? Широкий жест. Тут же отзывается Намджун. Признание. Просьба, сокрытая в символах. Ну и откуда в нем это? Умный парень вроде бы, красивый. Не хуже, чем над Сакджином. Над ним матушка природа поработала. Но чего ты явно не додала. Отвлеклась. В каких символах? Снова вздыхает Сакджин. Перед глазами так и стоят пригнувшиеся к земле стебли, поникшие колосья. Символы. Ну, надо же. Сердце. Ни капли не сомневаясь, сообщает Намджун. Взгляд у него уверенный, просящий. И явно не в помутненном рассудке дело было. «Мое сердце», — говорит. «Хотел имя твое написать, но мастерства не хватило бы». Сакджина аж холодный пот бросает. Стоит это представить. Его имя бы клеймом легло на колхозном поле. Вот тогда бы точно. Ни на одном Намджуне вина была. Да и сейчас не на нем одном. «Чего ты хочешь?» — устало выдыхает Сакджин. «В чем просьба? Все сделаю, только не дури больше. Не бери грех на душу». И такая сразу надежда в глазах Намджуна проявляется. Аж жуть. Но звучит все довольно прилично.
Свиданку хочу. Ничего больше. Сакджин, помедлив, кивает. Свиданку так свиданку. Лишь бы поле уцелело и все остальное. Мало ли, в случае отказа Намджун с горя совсем в символизм ударится и коровник подпалит. А свиданкой-то уж не так плохо. Ну, посидят они на пригорке, пирожков полопают, на закат посмотрят. Намджун оборачивается на пороге, улыбается. «Вечером сегодня», — говорит, — «приходи на сеновал». Не то чтобы Сакджин чего-то опасался, но нож все-таки прихватил. И зубы перед выходом почистил, мало ли. До края деревни добирается по теням, опасаясь кому-нибудь на глаза попасться. Аж в дрожь бросает. Стоит представить глумливые служки. Сам председатель с трактористом спутался, и ясное дело, чем это все попахивает. Сакджин, конечно, своих людей знает, верит в них и все такое, но осторожность не помешает. Даже самые кроткие овцы, если соберутся в недовольное стадо, волка могут затоптать. А Сакджин вообще ни разу не волк, сам овца такая же, еще и на убой идет, торопится, спины не разгибая. Амбарная дверь так скрипит, что сердце у Сакджина в пятки уходит. Да, там и остается. Помещение огромное, не видно ни хрена. Вот сейчас он расслабится, решив, что Намджун не придет. А тот из-за спины как выпрыгнет и кулаком по темечку. Окажется все подставой какой-нибудь, розыгрышем дурацким. Или хуже того, проверкой. Тогда точно новое место работы искать придется. Впрочем, не зря же мать про город говорила. Может, права была. «Ого!» — выдыхает темнота. «Ты и правда пришел!» Сакджин закатывает глаза и идет на голос, попутно огрызаясь. Страшно представить последствия, если бы не пришел. Намджун через пару шагов ловит его за руку, осторожно и ненавязчиво. Обижается. «Я вроде как тебя не шантажировал. Просил просто. Никакого злого умысла не было. Один добрый». «Благими намерениями, знаешь ли», — ворчит Сакджин, усаживаясь, куда предлагают. Под задницей оказывается покрывало. В руках кружка жестяная. Видимо, бокалов Намджун не нашел. Сакджин фыркает, отпивает осторожно, закашливается, вдохнув спиртовые пары. И едва совсем не давится, когда Намджун предлагает осторожно. «Свечки зажечь? С ума сошел! Сено вокруг!» В обрушившейся тишине слышно, как Намджун думает, а подумав, признается. «Не подумал». Вот такой вот парадокс. Так и сидят в темноте, молчат. Не то чтобы у Сакджина был большой опыт свиданий, но это ему определенно нравится. Тихо, хорошо. Алкоголь внутренности греет, сено пахнет вкусно. Да и нервничать особо не получается. Ну, не может Сакджин представить, что Намджун руки распускать начнет. Или еще чего. Сам, наверное, в шоке от того, до чего все дошло. Его лица не видно, но отчетливо представляется, как он растерянно моргает, вглядываясь во мрак. Не верит все еще. Смешно. Сакджин фыркает в кружку, булькает благодушно, нащупывает сток за спиной и опрокидывается на него, зарываясь в сено. Травинка щекочет ухо. «Ну, и чего, так и будем сидеть?» Он ни на что не намекает. Просто зачем-то же Намджун зазвал его сюда. Заманил всякими дурацкими способами. Не для того же, чтобы посидеть в тишине, да разойтись. Может сказать, что хочет. Впрочем, все уже сказано вроде как. Не дождавшись ответа, Сакджин пихает локтем его в сторону. Тот же получает сдавленный вздох и короткое. «Гармонь хотел взять. Забыл». Сакджин удивляется. «Неужто? Играть умеешь?» Намджун отвечает уклончиво и смущенно. «Так, тереблю на досуге». Представляется почему-то совсем другое.
И Сакджин от всей души радуется, что в темноте не видно его запылавших щек. Теребит он там на досуге. А в поле трактор простаивает. Разозлиться на него не получается совсем, смешно только. Сакджин допивает залпом странное намджуново пойло, отставляет в сторону кружку, интересуется вежливо. Зачем гармонь тогда? Ты петь любишь. Намджун там в темноте явно разводит руками. Он думал, может, споешь. Где-то над сеновалом мерцают в темноте звезды. Смотрят на них глупых прямо через распахнутое окно в крыше. Смеются. Сакджин выковыривает из стога травинку и растирает в пальцах. Соглашается. Может, и спою. Правда, поет. Немного всего пару песен, но от чего-то становится легче. Может, то, что невысказанное на свадьбе, покидает его наконец, освобождает душу. Потом Намджун снова говорит. Много и красиво про те же звезды, про созвездия, легенды. Откуда только вычитал. Библиотека у них маленькая, вряд ли в ней такое и есть. Намджун говорит про нити судеб, про отражение реальностей, снова про реку. Любит он это дело. Говорит, пока Сакджин не засыпает, убаюканный его голосом. Может, потом говорить продолжает, но Сакджин уже его не слышит. Утром выбирается из стога весь в соломе. Руки-ноги чешутся, голова гудит. Намджун лежит рядом. Будить его совсем не хочется. Пусть спит, заслужил. Столько болтать, ясное дело, утомился. Может, ему не трактористом надо было идти, а учителем в школу. Пользы больше было бы. Поля бы не страдали от всяких сердец. Символы. Надо же. Сакджин выходит на улицу в тот самый момент, когда кричит самый пунктуальный петух. Утро пахнет свежестью и росой. Еще немного ночной прохладой. Где-то на том конце деревни открываются двери. Кто-то сонный выползает на крыльцо и подслеповато щурится на созревающее солнце. И так отчетливо представляется это все, как деревня просыпается. Дом за домом, как закипает жизнь. Что петь хочется еще больше. Сакджин смущенно откашливается, напоровшись на взгляд отдыхающей под кустом облезлой псины. Управляет рубаху, вытягивает из волос последние сухие травинки и плетется в администрацию. Раз уж деревня просыпается, пора и ему. Обо всех этих проникновенных разговорах можно будет подумать чуть позже. Уже на крыльце администрации Сакджина разбирает смех. Надо же, всю ночь на сеновале валялись, о звездах говорили, пели, пили, а ничего постыдного так и не случилось. Не то чтобы он ждал, конечно, просто наблюдение. Ничего особо не меняется. Мир как-то по-новому не окрашивается, как в романчиках пишут. Да и не тянет их единственная свиданка на сюжет для романчика. Намджун все так же путается под ногами. Ломает, что ни попадя. Спасибо, хотя бы сердца на полях больше трактором не наминает. Прилично себя ведет, тихо даже. Сакджин здоровается с ним при встрече, время от времени разговаривает о чем-то отвлеченном, но тему той ночи не поднимает. Мало ли, Намджуну не понравилось. Понравилось бы, наверное, предложил бы что-нибудь еще. Но нет, так нет. В понедельник Сакджин решается и приводит в исполнение свой старый хитрый план. Пробирается на работу затемно, ныряет в помещение через заднюю дверь, таится в тени шкафа и ждет. Цветочный даритель просто обязан прийти сегодня, ни разу не пропускал. Тут его Сакджин исцапает. Скажет, мол, спасибо, конечно, но лучше бы ты делом занимался, а не цветы по полям рвал. Еще раз поблагодарит, попросит больше так не делать. Все же вызывают вопросы у местного населения эти цветочки в банке. Пару раз Сакджин врал, что сам себе цветочки рвет. Но ушлые бабки ему не поверили.
Похихикали, покивали, да дальше зашушукались. Сплетницы беззубые. Жалко, нельзя ввести штраф какой-нибудь за распространение слухов, порочащих честное имя председателя колхоза. А то ишь, навыдумывали. Впрочем, с его внешностью это было не в новинку. То один роман ему приписывали, то второй. Такой он, по их словам, Казанова получается, что самому тошно становилось. Ладно, бог с ними. Сакджин едва не упускает момент, задумавшись. Дергается вперед, придя в себя, хватает руку, вытянувшую из банки завядшие цветы. Тянет на себя, благо подоконник низкий, перемахнуть его расплюнуть. Тянет сильнее и... как и предполагалось. Не то, чтобы Сакджин точно знал, скорее сначала подозревал, а потом надеялся. Намджун смущенно прячет за спину оба букета. Один дохленький, второй свеженький, только набранный. Смотрит в сторону, не дает взглядом встретиться. «Нет», — вздыхает Сакджин. «Ну, я все понимаю. Но это уже ясли какие-то». Просит. «Завязывай с этим, Намджун», — увещевает. «Не делай это, слухи пойдут». И, наконец, заглядывает ему в глаза. Отступает, опускает руку. В глазах у Намджуна тоска беспросветная, печалище. «Уеду я», — говорит Намджун. «Сил больше нет. Непробиваемый ты какой-то, председатель». «Уеду», — обещает. «Надоело все». «Насильно мил не будешь», — кивает. «Все понял. Нет так нет. Сегодня же первым автобусом уеду, чтоб тебя, председатель, не позорить перед людьми, любовью своей грязной не марать». Разворачивается, плетет вдоль забора. То ли к реке, то ли сразу в реку. Сакджин смотрит на его спину, на цветочки в руках поникшие. И так горько от чего-то, прям сердце не на месте. Не имел ведь в виду ничего такого, отказывать не планировал. Так попросить поаккуратнее быть, поспокойнее. И надо бы в кабинет вернуться, делами заняться, а ноги сами несут следом. Едва Намджун за поворотом скрывается. Догнать его легче легкого. И еле ноги переставляет, как контуженный. Сакджин хватает его за полу рубахи, тянет на себя, заставляет остановиться. «Цветы!» — говорит. «Отдай! Мои они теперь!» Губы жует, нервничает. «Уезжать?» — говорит. «Не вздумай. Работай непочатый край». И потом уже огонек надежды в Намджуновых глазах заметив, добавляет совсем тихо. «Не жмет мне твоя любовь. Оставь ее на месте». Из Намджуна будто сила вся уходит. Оседает на землю, на корточке, голову руками закрывает, трясется весь, как в судорогах. Сакджин, неслабо испугавшись, приседает рядом, толкает его в колено. «Ты чего это удумал, эй? Намджун, твою ж налево!» Отдирает его руки от лица, в глаза заглядывает. И моргнуть даже не успевает, как случается первый в его жизни поцелуй. Смазанный, кривой, под забором. Расскажешь, кому засмеют. Вот такая она, доля председательская.